Всем привет! Сегодня опять плавим алюминий. Чтобы не нарушать эксперимент, плавить буду опять поршневой сплав. И буду делать сегодня две отливки. Маленькую отливку сделаю контрольную, без всяких реагентов. А вторую залью уже после реакции с тем ингредиентом, который сегодня будет главным участником сегодняшнего видео. А главный участник сегодняшнего видео вот этот порошочек. Мне его прислал мой хороший друг по ютубу Виктор Есипов. У него и канал так называется, Виктор Есипов. Много чего интересного. Человек делает ножи, токарочка есть, муфельную печь делает, стабилизация древесины. Много чем занимается человек. Если интересно, заходите, посмотрите. Так, порошочек этот называется. Трилон Б. Витек предложил использовать. Говорит, просто проверить, интересно, что будет, если продегазировать трилоном. Ну и вдобавок Витек еще положил 2 брусочка стабилизированной карельской березы. Ну и вдобавок Витек положил еще 3 резца Т-15К6. Вить, спасибо тебе, дружище. Подарки отличные, тем более трилон, как я прочитал в интернете, использовать можно не только в экспериментах, но также он много полезного принесет еще мне. В частности, в борьбе с ржавчиной. Ну а сейчас я плавлю алюминий, отливаю первую отливку маленькую, потом с помощью колокольчика опускаю трилон Б на дно, дегазирую, а может быть наоборот насыщаю там чем-то. Посмотрим. Да, и забыл сказать, сегодня испытываем новый резец и пластинки по алюминию. Все готово, все на местах, значит можем начинать. Как-то так. Дегазации будет две. С одной стороны колокольчик заряжен трилоном и с другой. О, отсюда подсыпается, значит ее первую сейчас и опустим. Что вам приблизить, чтобы поинтереснее было смотреть, как она сейчас фыркнет. Динатриевая соль. Что там у вас видно? Что-то видно, да? Давайте переедем.
трилон долго играет. Дольше дегазатора. Наверное, на первый раз хватит одной дегазации. Не буду я второй раз сейчас заряжать его. Вон слышу еще сейчас вот по колокольчику, по ручке, что он еще булькает, играет. Хватит одного раза. Посмотрим, будет эффект. Тогда можно будет экспериментировать и 2, и 3 раза. Что, на водород все горит или что? Кто в курсе? Напишите. Прям языки вырываются из-под пузырей пламени. И горит, и горит. Ну, и шлак интересный получился. Еще булькает. Гляньте, искры летят, как с магния. Все, проходит реакция. Так, ладно, все. Все так все. Что внутри? А внутри вот так вот. Так, снимаю шлак. Ну, шлак вам съем не интересен, поэтому еще камеру перенесу и будем отливать. Так, пока форма не остыла, все, выливаю. Все, ждем естественное остывание. Не буду я воду кидать. Посмотрим, какая стружка будет. Испытываем же новый резец, новые пластинки. Вот они, красавицы. Достал я их. Ну и сразу не знаю, уж повлиял трилон или нет. Ну, которая опытная, она зеркальная. Блестит. А это матовая. Все, давайте к станку смотрим. Начнем с контрольки. Здесь керосинчику-то налипает. Налипает. Ладно. Керосиним. Значит, керосин все равно нужен. Без керосина никуда. Не, липнет, блин. Или сплав такой, но липнет. Так, ладно. Сейчас обороты прибавлю. Вот, давайте попробуем сейчас на больших оборотах. Так, ну потом сниму, будем уже рассматривать, что получилось. А сейчас заряжаем основную. Установил вторую заготовку и вместо керосина помазал маслом. Что-то резец налипает, скорее всего его надо с сожью работать, с охлаждением. Давайте пробовать, что здесь будет.
Ну, сейчас переверну. Хотя, по-моему, без толку вверх точить. Ха, видите, не сработало, не сработало. Все, сейчас снимаю, короче, и просто рассматриваем две штуки. Без толку точить вверх. Решил без вас снять твердосплавом с дна еще, потому что на дне были поры. И 2 раза прошелся. Такое ощущение, как будто 2 разных металла, 2 разных сплава. Смотрите, видно. Вот здесь, вот на этом расстоянии, пор почти не видно. В середине идет намного мягче, но поры. Трилон сотворил какую-то непонятную штуку. И сейчас по звуку даже, наверное, будет слышно, как точится. Здесь намного грубее, как будто что-то в сплаве отделилось, наружу вышло. А здесь как будто остался чистый алюминий. Намного мягче точится. Сейчас посмотрите. Возможно, вам будет слышно. Мало взял, сейчас попробую побольше. И вот переход, и все, мягкий пошел. Ну все, сейчас снимаю, будем рассматривать. Так, сразу скажу про резец. Не сильно он себя и показал. Скорее всего, он должен работать все-таки с охлаждением. То есть налипает даже поршневой сплав, который твердый, грубый. И он все равно налипает. Без смазки не алё. Ну ничего, он-то эти пластины, они и металл грызут свободно. Я имею в виду сталь. Не пропадет и на полке не заваляется. Ладно, все, поехали. Теперь смотрим. Гляньте, контрольная. Можно сказать, чистейшая. Без ничего. Прогретая форма, перегретый алюминий. Отлил, и она чистейшая. Ну и вот эта вот обработка как раз таки пластинами по алюминию. Не зеркало, и далеко не зеркало. Ну, болваночка получилась очень даже ничего. Нормально. А теперь вот он, главный фокус с трилоном, что был. Смотрите, как я и сказал, 2 разных сплава как будто получилось. Тут уже мусору налетело. Здесь, так, я сейчас, наверное, буду вам показывать вот так лучше, чтобы не мельтешить. Здесь чище намного, чем здесь. Основные все поры, пузыри здесь оказались. А по наружу сантиметра 1,5 получается, стенка чистая получилась. И также сбоку. Сбоку можно сказать чисто. Потом еще раз смотрю поближе, повнимательнее. Но во всяком случае видимых пор вот так вот на первый взгляд нет. А все они оказались внутри. Видите, короче, твой трилон сделал биметалл. Или наоборот, разделил на разные металлы. Что думаете по этому поводу, пишите. Ну, поры большие, большие сильно. Может быть, отстояться я не дал, поэтому. Получается, насытил я. Или водородом, или чем это я насытил сплав. Ну, все-таки сегодня интересно как-то получилось эксперимент. Во-первых, вот с этой заготовкой. Ничего с ней, в общем-то, не делая, получилось отличное. А во-вторых, вот с этой вот интересно получилось. Так, ну все, хватит болтать. Пишите ваши комментарии, мнения, пообсуждаем. Друг с другом там поспорите, пообсуждаете. Все, давайте, всем удачи, всем пока. Во вторник маточная гайка.